Итак, начинаем рисование портрета Анджелины Джоли. Начнем с построения. Сейчас я нахожу глаза. Более подробно о том, как расположить портрет на листе бумаги, смотрите в уроке построения головы. Здесь я для себя делаю некоторые пометки. То есть у нас должна быть такая прямая линия. Исхожу из фотографии. Сейчас у меня задача перенести все координаты, все пропорции на бумагу, не пользуясь никакими линейками, клеточками и прочим. Для начала мне нужно нарисовать один глаз. Обычно это левый глаз, относительно нас, когда мы смотрим на портрет. Рисую его достаточно точно по пропорциям, чтобы потом от него проводить измерения и вокруг него строить все лицо, все остальные рисования всех остальных объектов. Каждую ресничку рисовать не надо, но нужно обозначить, где они находятся. Более-менее точно нарисовали. Теперь нам нужно узнать расстояние до следующего глаза. Померяем на фотографии. Померяем у себя и находим эту точку. Все просто. Сейчас нам нужно узнать расстояние до края второго глаза. Оно у нас оказалось вот таким. То есть от слизного канала до края зрачка нашего глаза основного. Все, дали точку. Теперь просто рисуем глаз. Следим за высотой разреза глаза. Да, вот так. Здесь практически не нужно иметь какой-то там сверхразвитый глазомер. Достаточно просто ориентироваться по краям бумаги, чтобы видеть вертикаль и горизонталь. Все. Нарисовали разрез глаза, высоту мы узнали, приложив карандашик по горизонтали. Края глаза мы тоже узнали и в этих пределах его нарисовали. Сейчас нам нужно нарисовать веко. Тоже обратим внимание по высоте, где оно проходит. Здесь опять же немножечко глазомер. То есть вот это расстояние от века до разреза глаза, просто смотрим его по верхней дуге глаза. Все, сейчас нам нужно найти бровь. Она находится вот на таком расстоянии, как расстояние от глаза до века. И здесь она у нас немножечко выходит за прямую. А здесь наоборот не заходит. Переносится немножечко дальше. Опять эти же расстояния. Тут в принципе вообще не сложно. Это вот основной принцип. От чего-то все время отталкиваться, от какой-то точки. Потом, когда несколько объектов будет нарисовано, уже будет рисоваться овал лица. Здесь смотрите, мы нашли расстояние, оно примерно как зрачок. И просто проводим вот такую линию, параллельно, как на фотографии. Таким образом мы узнали, куда у нас заходит бровь. Проверяем все. Видите, одна бровь немножечко выше, другая ниже. Насколько эти погрешности также видно, когда прикладываем карандаш. Сейчас нам нужно найти нос, кончик носа.
Вот от этой прямой отступаем вот такое расстояние. Теперь нужно найти ширину носа, то есть крылья. Крылья носа. Это вообще просто. Главное, чтобы ваши вертикальные линии были параллельны краям листа. Все, нашли. Теперь нам нужно найти вот это расстояние. Это, конечно, можно и на глаз сделать, но я покажу, как это сделать. Теперь нам нужно найти центр, то есть вот это место, где у нас кончик носа переходит в крыло. Все, мы нашли все координаты, осталось только его нарисовать. Ничего сложного. Старайтесь не спешить. Каждый объект имеет какую-то погрешность. Вот мы начали от левого глаза. Второй глаз у нас уже может быть ориентиром, но все равно с какими-то минимальными, но погрешностями. Если какой-то объект будем рисовать в сумме с несколькими погрешностями, то целая погрешность будет уже не маленькая. Ну вот, готов носик. Теперь губы. Вот это расстояние у нас. В принципе, губы можно даже разметить на глаз по толщине губ. Так, здесь у нас вообще просто. Находим верхние уголки губ слева и справа. Сами губы можно просто вот посмотреть, какое расстояние от кончика носа до верхней губы. Верхняя губа равняется такому же расстоянию, а нижняя губа немножечко шире. Все, мы нашли, значит, верхние уголки губ и нижний уголок губы слева. Обратите внимание, что губа у нас не просто по прямой, а она поднимается немножечко вверх. Вот эти места взлета губы вверх нужно как-то тоже найти, ну хотя бы на глаз. Вот видите, где у нас линии пересекаются? Вот примерно там у нас находятся эти изгибы. Нам нужно будет только эти углы немножечко закруглить, как на фотографии. Ну вот, собственно, мы и нашли. Оказалось, это очень сложно. Зубы. Очень интересный момент. Обратите внимание. От чего я отталкивался, от каких ориентиров. Сначала серединку нашел. Видите, от крыльев носа можно ориентир. Вот если бы мы нос небрежно нарисовали, он у нас был бы с погрешностями, у нас бы уже и зубы пошли с погрешностями. На этом этапе постарайтесь сделать все очень точно. На самом деле он недолгий. Ну, каких-то, может быть, минут 40. Ну, для начала, может быть, час, даже, может быть, полтора потратите. Зато у вас будет очень точный эскиз. Так, мы сначала нашли низ зубов. Потом дали 3 ориентира. Это центр между передними верхними двумя зубами. И от крыльев носа еще дали 2 ориентира.
Все, от этих точек мы уже рисуем. То есть, когда мы обозначили местоположение, очень трудно сделать неточно. Видите, ничего сложного, когда знаешь, как делать. Сильно остро карандашик делать не нужно, чтобы не остались царапины на бумаге. Да, вот обратите внимание, какая у нас форма лица. Давайте начнем ее рисовать. Итак, мы померяем, какое у нас здесь расстояние, дали точку, какое у нас здесь расстояние. Такое расстояние у нас, как вот отсюда до сюда, да. Вот этот угол, видите, там не совсем прямая линия, у нас есть там угол. Найдем его. Меряем. Вот такое расстояние нужно отступить от краешка носа. Да. Даем точку. Вот она. Соединяем. И тут соединяем. Видите, мы дали точки, а точки очень точно измерили. Все, ошибиться очень сложно. Можно несколько раз проверять, ничего страшного. Особенно на начальном этапе, когда вы только учитесь первые 2-3 эскиза по этому методу. Вот эту параллельность практически видно даже с неразвитым глазомером. Поэтому вы редко будете ошибаться. Чуть позже мы еще проведем небольшую корректировочку формы лица. Там мы используем глазомер наш тоже. Ну вот нижняя часть лица у нас практически заканчивается. Теперь нам надо переходить к волосам. Сейчас сделаем вот эти вот носогубные складки. Вот место пересечения. Там у нас изгиб. За него не заходим. Ну и вторую тоже. Вторую вообще без всяких измерений, просто на глаз тут достаточно просто. Обратите внимание, что здесь она идет не параллельно линии щеки. Проведем еще одну корректировочку. По сути, это все прямые линии с закругленными углами. Ну что ж, начинаем рисовать волосы, находим вот эти вот координаты. Тут тоже отталкиваемся от расстояний, которое мы видим на фотографии. Соединяем эти точки. Смотрим, где у нас начинается. Да-да, вот в этом месте.
Да, обратите внимание, что здесь у нас средние локоны немножечко выше двух крайних. Ну, особо их вырисовывать сейчас не обязательно. Нам главное показать местоположение лица, то есть найти его форму. Проверим все линии, все параллельности, все расстояния. Ну и начинаем дальше рисовать все остальное. По этому методу можно вообще все что угодно перенести с очень точными пропорциями на бумагу. Начинаем рисовать волосы. Знаете, если вы рисуете портрет на размере, скажем, А4, то пропорции вам будет легче видеть легче. Но прорисовывать будет сложнее, потому что таких уж мелких кисточек, если мы такой маленький портрет рисуем, глазки у нас, например, и зубки будут очень маленькие. Мы не сможем там выдать весь свой потенциал. Здесь я просто хочу показать, как я рисую вот этот момент. Где у нас вот это вот соединение двух локонов на макушке? Вот так. Видите, я примерно померил, где у нас тут локон. Надо закончить этот угловое это место на углу у нас справа. Когда есть ориентиры вокруг, это сделать уже несложно. То есть наш метод построен, но на некой единице измерения. Мы от нее меряем все остальные предметы и переносим на бумагу. Таким образом наши пропорции максимально точно получаются. Основные моменты сразу на волосах можно прорисовать, самые темные какие-то места. Потом, когда будем раскрашивать, мы можем освободить часть своего мыслительного процесса для того, чтобы полностью погрузиться в раскрашивание и отдать все свое внимание на передачу света-тени. Ну вот, собственно, сейчас мы уже заканчиваем этот эскиз. На картинке справа, где я рисую, кажется, что портретик у нас уже. Это просто потому, что камера стоит слева и снимает под небольшим углом. Это для того, чтобы я смотрел прямо на портрет, чтобы у меня не было никаких искажений, чтобы я все точно рисовал. По завершении портрета будет в конце видео фотография законченного портрета. Пройдемся по основным местам,
чтобы нам потом было легче. Те моменты, которые потемнее, их можно еще раз пройтись. И это покажет вам, насколько точный получился эскиз. Иногда во время построения эскиза глазомер просто не верит вообще, что так должно быть. Но измерения показывают, что это именно так. А когда закончился эскиз, когда построение закончено, то ты невольно соглашаешься. Да, действительно, все очень точно. Те моменты, где светотень у нас будет показывать, что там не сильно какие-то заштрихованные, закрашенные моменты, не самые темные места, там лучше сильно не прорисовывать на стадии карандаша, чтобы потом не пришлось ластиком высветлять. Видите, у нас даже на стадии эскиза уже достаточно сильное сходство. Вот эти складочки уже на глаз. Это достаточно просто. Итак, мы разбиваем рисование портрета на несколько сложных задач. При выполнении каждой из них нужно полностью погрузиться в данный этап. То есть не нужно думать о следующем этапе. Нужно сделать этот этап хорошо. И тогда это будет подготовка, хорошая подготовка для последующих шагов. В портрете, по крайней мере в реалистичном, все должно быть очень точно передано. Фотография, она, если она правильно сфотографирована, она вообще не обманывает, она вот такая, как есть. Бывает, конечно, искажения фотографии, особенно если где-нибудь на краю кадра лицо может вытянуться. Вот. А если сфотографировано хорошо, то так и нужно рисовать на портрете. И ни о чем не думать. Не надо фантазировать, я так вижу и прочее. Повторюсь, для реалистичного портрета. Если мы работаем в каком-то другом жанре, то это уже не ко мне. Я работаю только в реалистичном направлении. Другие мне неизвестны. Видите, я просто нашел вот такое расстояние. То есть ширину плеча я как нашел? Я померил его на фотографии. Потом начал искать на лице такую же ширину от каких-нибудь предметов. И нашел его. Потом померил его у себя на портрете. Таким образом перенес это расстояние. Все настолько просто. Мне как-то даже неудобно это все повторять, рассказывать. Но очевидно, что многие просто боятся пропорции. Не знают, с какой стороны к ним подойти.
Здесь у меня уже пошел один глазомер, тут ничего как бы сложного нету. И если даже будет какая-то погрешность в волосах, ничего страшного, они подвижны, и они на сходство особо не влияют. Если, конечно, не стоит задача все очень точно скопировать. Бывает такое, что такая задача стоит, и я все делаю очень точно, каждый волосок. В этом ничего страшного нет, просто нужно на стадии эскиза постараться подготовить себя, так сказать. Упростить задачу на следующих этапах. Ну, собственно, все. Надо переходить к следующему этапу, самому интересному — раскрашиванию нашего эскиза.